Кругом наши. О детстве и юности членов знаменитого шведского квартета Абба неизвестно ничего. Сами они себя помнят с момента, когда они одновременно очнулись в палате Архангельской больницы безымянных алкоголиков в 1971 году. И было им примерно лет по 20-25. Опытные врачи месяц работали над восстановлением памяти пациентов, но те вспомнили только, что двое из них являются мужчинами, а двое женщинами, и что московскую лучше всего запивать жигулевским. 2 года наши герои занимались трудотерапией. Женщины, которых, чтобы как-то различать, санитары назвали Маня-1 и Маня-2, вырезали из зеленой фольги крышечки для кефира, а мужчины разгибали присылаемые со всей страны изогнутые алюминиевые вилки. И их санитары никак не различали, потому что было не нужно. В 1973 году произошло знаменательное событие. Нашим героям дали имена. Архангельск был побратимом Стокгольма или Гетеборга, поэтому их назвали в честь героев несостоявшейся шведско-турецкой войны. Война не состоялась потому, что шведам было лень ехать воевать в Турцию, а туркам в Швецию, но герои нации были нужны. Так что теперь ребят стали звать Агнетте Фалькскog, Анни Фрид Лингстед, Бенни Андерсон и Бьорн Ульвилс, что они до сих пор воспринимают как издевательство. По этому поводу в больнице был устроен концерт, на котором девушки, которых все еще по привычке звали Манями, спели песню «Мани-мани», впоследствии переведенную на английский язык. Во время исполнения этой песни один из присутствовавших в зале безымянных алкоголиков внезапно вспомнил, что он лучший музыкальный продюсер Швеции, 3 дня назад напившийся до беспамятства в Ленинграде, для чего он, собственно, туда и приехал. Он тут же предложил 4 алкоголикам стать одной из самых популярных групп в мире и начал готовить общий побег. Помог им уникальный случай. Осетры, шедшие на нерест в Астрахань, перепутали по созвучию названия и пришли в Архангельск. И все население города, включая персонал больницы, бросилось смотреть, как осетры соревнуются в метании икры. Воспользовавшись этим, будущие музыканты Аббы проделали дырку в стене одним из членов группы, затем соорудили деревянный плот, связав несколько железных кроватей вместе с прикованными к ним больными, и поплыли на нем прямо на конкурс Евровидения, где и заняли первое место сразу в 2 номинациях: деревянные поделки из железа и лучшая песня. Группу свою они, естественно, назвали Абба в честь Архангельской больницы безымянных алкоголиков. Остается добавить, что песня «The Winner Takes It All» посвящена главврачу больницы Абраму Соломоновичу Виннеру, который всегда забирал у больных все подозрительные предметы, включая сигареты, деньги и еду. Кругом наши.